Всем привет, друзья! Сегодня пеку вкусные прянички к чаю. Этот рецепт я разработала сама. На моем канале уже есть несколько рецептов пряников. Я очень люблю эту выпечку. И вот еще один интересный рецепт. Эти пряники по вкусу напоминают такие свежие магазинные. Готовятся такие прянички без заморочек и необычным способом. Тесто нужно будет заварить. Пряники на основе заварного теста остаются долго. Мягкие, не черствеют, обладают таким очень приятным ароматом, богатым ароматом, можно даже так сказать. И главный продукт, который делает вот прянички вот такими вкусными, это концентрированное молоко 10% жирности. Этим молоком забеливают кофе. Сюда входят различные консерванты, 13 грамм сахара. Нам понадобится 500 миллилитров молока. Это молоко можно купить, концентрированное молоко, по-немецки оно называется Kondensmilch. Можно купить в любом супермаркете. В Алде 500 миллилитров. И вот теперь это молоко нам нужно будет при постоянном помешивании довести до кипения. Доводим до кипения на умеренной температуре. Молоко имеет способность очень быстро подгорать к стенкам посуды, так как здесь содержится сахар. Процесс нагревания молока я показывать не буду. Друзья, молоко закипело, я его сразу сняла с плиты. Как только оно закипает, сразу убирайте с плиты. Отставляю в сторонку. В чашу высыпаю 250 грамм муки, обычная мука, под номером 405. Чайная ложка столовой соли. 4 пакетика ванильного сахара. Стараемся это делать быстро, активно, так, чтобы молоко не успело остыть. Вот эту вот смесь нам нужно будет залить кипящим молоком. И высыпаю сюда 300 грамм сахара. Все хорошенько перемешиваю, так, чтобы сухие продукты соединились. И заливаю кипящим молочком. Начинаю все активно перемешивать. Как только смесь хорошенько перемешали, добавляю сюда 100 грамм маргарина. Продолжаю все вымешивать. Маргарин должен хорошо соединиться с заварной смесью. Друзья, вместо маргарина можно добавить сюда сливочное масло. Тогда пряники получатся по вкусу такие домашние. А мне хочется магазинных свежих пряников, поэтому я готовлю на маргарине. Вот, посмотрите, какая смесь должна получиться. Она такая густая, как сгущенка. Теперь оставляем отдохнуть. До комнатной температуры нужно будет остудить эту смесь. Смесь остыла, теперь добавляем сюда яйца. Я подготовила 2 желтка и 2 яйца. Каждое яйцо весом 50 грамм. Вот 2 яйца здесь и 2 желтка. Отправляю в заварную смесь. И все это нужно будет хорошенько взбить с помощью миксера где-то около 2 минут.
Высыпаю 750 грамм муки. Поверх муки 3 пакетика разрыхлителя. В каждом пакетике 16 грамм. Вот этот рецепт, друзья, я разработала по мотивам рецепта известного блогера кулинарного, такого очень замечательного блогера Маринкины Творинки. Она готовила очень вкусные прянички на заварном молоке. Я их тоже иногда готовлю. И вот я использовала этот рецепт как шаблон. Забитое мукой тесто высушивает прянички. Они очень быстро становятся сухими. Если вы начинающий кулинар, добавляйте муку постепенно. Еще что хочу сказать, в каждой стране своя клейковина муки, поэтому лучше добавлять небольшими порциями. Кому-то понадобится муки больше, кому-то меньше. Ну, я использую одну и ту же муку. Еще раз повторюсь, под номером 405. И уже могу закрытыми глазами замесить это тесто. Друзья, вот посмотрите, какое густое тесто у нас получается. Оно вот так вот лениво сползает с лопатки. Вот таким тесто и должно быть. В процессе отдыха тесто еще расстоится, клейковина муки разбухнет, и оно станет намного гуще. Для того, чтобы тесто сверху не заветрилось, прикрываем его крышкой или полотенчиком. Мы даем отдохнуть где-то около 2 часов. Это тесто можно сделать, к примеру, с вечера и утром выпекать прянички. Чем дольше тесто отдыхает, тем вкуснее получаются прянички. Друзья, у меня, к сожалению, отключилась камера, и поэтому я не могла вам показать дальнейший процесс. В общем, исправляюсь. Смотрите, тесто у меня отдохнуло. Постояло оно где-то около 2 часов. После часа отдыха я тесто снова вымесила. Вот, теперь формируем прянички. Поверхность присыпаю небольшим количеством муки. Вот, смотрите, я уже начала свою работу. Наформировала вот таких копеечных пряников. Мне нравятся прянички маленького размера. Вот я беру такое колечко диаметром 3 сантиметра и вырезаю. В общем, берем кусочек теста, раскатываем в пласт толщиной где-то 7-8 миллиметров. Тесто, посмотрите, совершенно не липнет, такое легкое, воздушное, очень ароматное. Я это тесто вообще могу кушать сырым, оно настолько вкусное. Вот так вот равномерно раскатали и вырезаем кружочки. Вот, посмотрите, вот такая красота получается. Нравится побольше прянички размером, берите больше кружки. Вот такие вот вырубки для пряников можно купить в любом магазине. У нас сейчас уже в магазинах идет подготовка к рождественским праздникам, и можно легко купить вот такие вот вырубки. Сейчас начнется сезон выпечки печенья. Холодно, всем хочется чего-то такого вкусного, мучного. Вот эти вот прянички, это просто волшебство. Я вообще фанатка пряников, люблю очень
вкусные прянички. И пеку только вкусные. Вот, смотрите, снова кусочек вот так вот собираю. И пока вот его весь не закончу, новый кусочек теста не беру. Так, эти прянички уже на противень не помещаются. Вот, посмотрите, крохотулька осталась. Я, конечно, его смешаю с новым тесточком. Так, прянички будем выпекать в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Пеку до такого легкого золотистого цвета. Время сейчас засеку. Ну, где-то, я думаю, около 15 минут мне понадобится. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Так вот, один у меня браковано, что-то слишком тонко раскатала. Вот, посмотрите. Вот, пока печется первая партия, формируем вторую партию. Сейчас еще сделаем глазурь. Я покажу, как она готовится. Сейчас вот наштампую вторую партию и потом приготовим глазурь. Если у вас нету вот такой вырубки, к примеру, да, то вы можете просто каждый кусочек теста замерить на весах или просто вот так вот взять на глаз, накатать шариков и положить на расстоянии друг от друга. Смотрите, тесто не липнущее, прянички получатся еще круглее, такие красивые по форме. Вот, вот так. Друзья, посмотрите, вот я сформировала вторую партию пряничков. Пока первая партия пряников еще стоит в духовке, печется, приготовим быстренько глазурь. 3 пакетика ванильного сахара, щепотку такую добрую соли, сок половины среднего лимона, два белка, белки средних яиц, одно яйцо весом было 50 грамм. Все хорошенько взбиваю, можно с помощью венчика, можно с помощью миксера, кому как нравится. И добавляю постепенно 300 грамм сахарной пудры. Вот, высыпаю сначала небольшую порцию, взбиваю. Глазурь должна быть такая белоснежная, белая, как сметана, глянцевая, блестящая. Глазурь получается по вкусу такая очень ароматная. Если кому-то не нравится ванилин, можете этот шаг пропустить. Ну вот она такая будет с легкой кислинкой и также с легким таким ванильным ароматом.
для этих пряников что надо. Вот, посмотрите, вот такая красота. Глазурь готова. А вот и прянички подоспели. Глазурь буду наносить на свежеиспеченные горячие пряники, так как в глазури содержится белок, и он должен будет пройти такую хорошую термическую обработку. На горячем прянике белки очень быстро завариваются. И вот тем самым проходят такую вот обработку термическую. Глазури хватит на все пряники, поэтому ее не жалейте. Мне нравится, когда вот пряник прям так обильно глазированный. Можно один раз нанести тонким слоем и потом еще раз пройтись. Есть разные виды приготовления глазури. Если, например, вы не любите белковую глазурь, можете сахарную пудру просто смешать с лимонным соком до консистенции сметаны. Также глазурь можно приготовить на сгущенном молоке с сахарной пудрой. Глазурь запечатает горячий пряничек, вот, и пряник долго будет таким мягеньким, не будет высыхать. Глазурь это вот как такая защитная оболочка от высыхания. И очень вкусная ароматная глазурь. Вот и таким образом поступаю, пока не перемажу все пряники. Обязательно одевайте перчатки, так как пряник очень горячий, можно обжечься. Эти пряники любят как взрослые, так и дети. Для детей можно сделать такие цветные пряники, использовать пищевой краситель. Ну, мне нравятся такие белоснежные, стандартные классические прянички. Белые, как снежок. Ай да пряники, ай да молодцы, удались на славу. Посмотрите, какое количество пряников, сколько их много у нас получилось. Их можно сразу подавать к чаепитию, а можно дать им пару дней созреть в плотно закрытой посуде. Но прежде пряники нужно хорошо охладить при комнатной температуре. Дать полностью высохнуть глазури, иначе они размокнут. Вот посмотрите, что я и сделала с последней партией пряников. Они еще полностью не остыли и не высохли. Если их вот сразу отправить в герметичную посуду, вот в плотно закрытую посуду, то они размокнут. И давайте сейчас возьму один отлежавшийся пряничек и покажу, как он выглядит в разломе. Вот, посмотрите. Если прянику дать еще хорошенько созреть, он внутри будет поплотнее. Снаружи он очень такой твердый, а внутри вот прям мягкий и рассыпается, рассыпчатый пряник. Вот. Я уверена, друзья, что рецепт этих пряников
вы будете активно расхваливать и делиться рецептом со своими родными и близкими. А кто-то даже и не захочет делиться рецептом, не захочет, чтобы и другие пекли такие вкусняшки. Но я это делаю от всей души, делюсь с вами этим потрясающим рецептом. Непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.